Вурдалаки – это подобие вампиров, нечто восставшее из могилы и ищущее успокоение, высасывая кровь у родственников в ночное время. Эту историю я услышала от прадеда. Дед начал историю с того, что предостерег нас, малышей, от того, чтобы мы никогда не снимали крест с шеи по чьей-либо просьбе. Случилось это, когда моему прадеду было 17 лет. В один день умерла их соседка. Была она достаточно молода, лет 30. Нашли ее ранним утром во дворе, без видимых повреждений. Было у нее 2 маленьких дочери, которых после смерти забрали родственники из соседней деревни. Проведя панихиду, похоронили ее на кладбище. Через пару дней после похорон прадед, проснувшись ночью, увидел женский силуэт, бродящий вокруг соседского дома. Странно ему показалось, что в пустом дворе кто-то ходит, да еще и ночью. Выйдя, он не поверил своим глазам. Перед ним стояла умершая соседка, красивая, только очень бледная. Глядя на нее с ужасом, спросил: «Что ты тут делаешь? Мы же тебя только позавчера похоронили». На что женщина, подойдя ближе, ответила: «Сними крестик, скажи, где мои детки, и твоя семья не пострадает». Прадед в ужасе отпрянул и потянулся к нательному кресту, но вовремя спохватился. «Нет», — сказал он и побежал в дом. Очнулся он уже в комнате у окна, за стеклом которого до самого рассвета стояла бледная соседка, уговаривая его выйти и помочь ей. Перед самым рассветом она ушла, а прадед так и смотрел вдаль, зажимая в руке свой крест, который носит, не снимая до сих пор. Утром он рассказал все своим родителям, а они собрали всю деревню на совет. Ведь не поверить подростку значит обречь всю деревню на постепенную смерть. Вурдалаки никогда не останавливаются и не знают жалости. Селяне раскопали могилу и вскрыли гроб. К ужасу односельчан перед их взором предстал пустой гроб. Женщины в нем не было. На следующую ночь никто не спал. Все собрались в доме покойной, с ужасом ждали ее прихода. И она появилась ближе к полуночи. Что было дальше, прадед смутно помнит. Сказал, что каким-то образом селянам удалось отсечь ей голову и забить осиновый кол в грудь. Труп больше не хоронили, сожгли на костре утром.